Ошибки при производстве сдобных изделий. Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда тесто, казалось бы, приготовлено по всем правилам, а результат не тот. Плотная структура, недостаточный объем, неравномерная корочка или быстрое черствение. И мы начинаем перебирать возможные причины: качество муки, режимы выпечки, возраст дрожжей. Но что если я скажу, что ключевая ошибка кроется не в ингредиентах и не в оборудовании, а в одном из критически важных параметров, которые в большинстве случаев игнорируются. Этот параметр будет озвучен в самом конце видео. Именно он определяет, насколько качественно прошла технология, правильно ли сформировалась структура мякиша и как долго изделие сохранит свежесть. Сегодня мы разберем самые распространенные ошибки на этапах замеса, брожения и выпечки сдобного дрожжевого теста. Ошибки, которые напрямую влияют на этот финальный показатель. И в конце я открою самый важный параметр. Итак, готовы? Тогда начинаем. Ошибка номер 1. Игнорирование температуры жидкости при замесе. Одной из первых критических ошибок, с которой сталкиваются, является неучет температуры жидкости на этапе замеса. Многие полагаются на стандартные шаблонные рецептуры, где указана вода комнатной температуры или теплая вода. Но что же это значит на практике? Температура жидкости напрямую влияет на температуру теста в процессе набора температуры во время замеса. А это, в свою очередь, задает темп всему процессу брожения. Оптимальная температура теста после замеса для большинства сортов сдобного дрожжевого теста составляет 25-28 градусов Цельсия. Если жидкость слишком холодная, дрожжи активизируются медленно, брожение затягивается, структура теста становится неоднородной. Если вода слишком горячая, выше 25 градусов Цельсия, дрожжи начинают интенсивно работать, ферментативная активность падает, а тесто теряет способность к подъему. Иногда это время совсем сложно контролировать. На практике необходимо рассчитывать температуру воды с учетом температуры муки, окружающей среды и тепловыделения от того оборудования, в котором вы замешиваете тесто. Сейчас на экране вы увидите простую формулу для расчета температурного баланса. Игнорирование этого расчета приводит к нестабильности процесса, колебаниям времени брожения и, как следствие, к негативным последствиям для изделий и браку. Важно помнить, что сдобное тесто может быть также замешано на опаре разного формата. О таком полуфабрикате, как опара, я делал отдельное видео. Помните, стабильная температура теста после замеса – это фундамент, на котором строится весь последующий технологический процесс. Без контроля этого параметра невозможно обеспечить воспроизводимость качества. И если на этом этапе допущена ошибка, она будет множиться на каждом следующем этапе, от формовки до выпечки. Ошибка номер 2. Нарушение режима первого брожения. После завершения замеса тесто переходит в фазу первого брожения, одного из наиболее ответственных этапов. И здесь часто допускается грубое упущение, отсутствие контроля не только времени, но и микроклимата, в котором происходит ферментация. Многие полагаются исключительно на визуальные признаки. Тесто увеличилось вдвое, значит готово. Однако такой подход чрезвычайно субъективен и не учитывает глубинные процессы, происходящие внутри тестовой массы. Оптимальная температура для первого брожения 24-28 градусов Цельсия. В условиях цеха при более низких температурах дрожжевая активность замедляется, образование углекислого газа снижается, а биохимические процессы, такие как накопление органических кислот и развитие аромата, протекают недостаточно полно. При повышенных температурах выше 32 градусов по Цельсию дрожжи работает слишком интенсивно, что приводит к быстрому истощению питательных веществ, закисанию теста и потере эластичности. И как следствие на более поздних этапах может получиться так, что объем изделий будет недостаточным, может ускориться черствение и внешний вид будет оставлять желать лучшего. Еще одна типичная ошибка – сквозняки в помещении или резкие перепады температуры. Даже кратковременное охлаждение поверхности тестовой массы создает температурные градиенты внутри, что вызывает неравномерное брожение. В результате при разделке тесто ведет себя нестабильно, где-то оно уже перебродило, где-то еще не дошло до нужной зрелости. Важно, чтобы тесто обязательно было в герметичном контейнере, чтобы избежать заветривания и не образовалась корочка. Важно понимать, первый подъем – это не просто увеличение объема, это сложный биохимический процесс, как и в принципе все тестоведение, в ходе которого формируется и доформируется структура клейковины, накапливаются ароматические соединения и создается запас газа, необходимый для последующего подъема. Пропуск контроля условий брожения
положение делает весь процесс неконтролируемым. А неконтролируемый процесс – это риск вне зависимости от качества последующих операций. К тому же при отсутствии контроля будут непонятные временные промежутки тех или иных технологических процессов, и как следствие будет большой риск перебраживания или недображивания изделий. Ошибка номер 3. Неправильная регулировка влажности в расстоечном шкафу. Одним из наиболее недооцениваемых параметров на этапе окончательной расстойки является влажность воздуха. Многие производители расстоечных шкафов могут зафиксировать температуру в определенном диапазоне, но при этом игнорируют влажность, полагая, что если тесто будет просто подниматься, значит все в порядке. Это серьезное заблуждение. В расстоечном шкафу должна быть оптимальная влажность 75-85%, а температура в диапазоне 28-32 градуса. Вы должны иметь возможность ее выставить. Важно, чтобы при расстойке температурные и влажностные параметры полностью совпадали с выставленными на регуляторах. Если у вас максимально простое регулирование влажности и температуры, то рекомендую купить гигрометр. Он поможет точнее понять, что происходит внутри вашего оборудования. Оптимальная относительная влажность в расстоечном шкафу должна составлять 75-85%. При более низком значении поверхность тестовых заготовок начнет подсыхать, образуя корку. Эта корка препятствует равномерному расширению изделий в расстоечном шкафу и на начальной стадии выпечки, что приводит к трещинам, ограниченному подъему и деформацию формы изделий. Толстой корки, даже несмотря на то, что вы ее смажете яйцом или льезоном. Кроме того, сухая корка на поверхности заготовки создает дополнительное сопротивление, что негативно сказывается на структуре мякиша, он будет более плотным. В то же время избыточная влажность выше 90% способствует чрезмерному набуханию поверхности, что делает заготовки липкими, затрудняет их перемещение и может привести к слипанию и расплыванию тестовых заготовок. Также при высокой влажности возможна конденсация влаги на стенках шкафа и каплеобразование, что вызывает локальные дефекты на поверхности изделий в виде мокрых пятен. Важно помнить, что расстоечный шкаф с максимально простой регулировкой влажности и температуры на разных уровнях этого расстоечного шкафа имеет иногда совершенно разную температуру. И если температура будет слишком высокая, то в некоторых местах на некоторых уровнях изделие может просто свариться. Еще одна важная деталь. Влажность напрямую влияет на скорость испарения влаги с поверхности тестовых заготовок, а значит и на темп их подъема. Недостаток влаги в воздухе ускоряет подсыхание, что запирает газ внутри тестовой заготовки, не давая ему свободно расширяться. Это особенно критично для изделий с высоким содержанием сахара и жира, которые и так склонны к более медленному подъему. Так как расстойка таких изделий занимает дольше, то если не будет влажности, корка будет более толстой. Таким образом, игнорирование контроля влажности в расстоечном шкафу приводит не только к внешним дефектам, но и к нарушению равномерности структуры, снижению объема и ухудшению консистенции готового изделия. Ошибка номер 4. Чрезмерное механическое воздействие после расстойки. После завершения расстойки тестовые заготовки находятся в максимально напряженном состоянии. Внутри них накоплено большое количество углекислого газа. Структура клейковины растянута, а поверхность тонкая и чувствительная. И именно на этом этапе часто допускается грубая ошибка. Чрезмерное или грубое механическое воздействие при переноске, загрузке в печь или даже при нарезке или смазывании тестовых заготовок. Любое сильное прижатие, тряска, удары по противню или резкое перемещение приводят к частичному или полному разрушению газовых пузырьков внутри тестовой заготовки. Это означает, что изделие теряет значительную часть подъемной силы еще до начала выпечки. В результате снижения объема, уплотненная структура мякиша и характерная вмятина в верхней части изделия и морщины в том числе. Особенно критично это проявляется при работе с высокожирными и высокосахаристыми сортами сдобы. Они изначально обладают меньшей упругостью и хуже удерживают газ. Любое дополнительное воздействие становится для них критичным. Дополнительно можно увеличить содержание яичного белка в рецептуре, так сдоба будет более устойчива. Также важно понимать, что даже визуально
Визуально аккуратная перегрузка может скрывать скрытые повреждения. Например, если противень с уже расстойными заготовками резко ставят на стол или шпильку, или толкают. Этого достаточно, чтобы вызвать микротрещины в структуре теста. Правильный подход предполагает максимально плавные, аккуратные движения. Заготовки должны перемещаться без вибраций, толчков, давления. Противень загружается в печь под небольшим углом с минимальным смещением. Смазывание тестовых заготовок лучше производить в формате спрея, то есть распылять лизон непосредственно на тестовые заготовки. Помните, расстойка — это не просто подготовка к выпечке, это заключительный этап формирования структуры. И если на этом этапе тесто сбивается, вся предыдущая работа сводится практически к нулю. Ошибка номер 5. Отсутствие смазывания поверхности тестовой заготовки после расстойки. Для того, чтобы поверхность тестовой заготовки во время выпечки сразу не образовала толстую корку и после выпечки был блеск, ее нужно смазать. Для этого используют разнообразные составы. Но самый простой — это молоко и яйцо, вода и яйцо. Также можно смазывать сдобу одним желтком. В этом случае цвет корки сдобы будет более красный и яркий. Также важную роль на этапе выпечки играет обдув. Для получения более тонкой корки нужно, чтобы обдув был минимальный. Это означает, что для достижения необходимой итоговой температуры внутри продукта потребуется больше времени, а это уже ведет к пересушиванию изделий или ускоренному черствению. К тому же при более длительной выпечке может образовываться более толстая корка. Поэтому здесь важно найти баланс. Помимо выпечки важно еще и расположение изделий на листе. Как правило, сдобные изделия — это небольшие изделия весом до 120 грамм. И, как правило, они выпекаются без формы. Это пирожки или булочки какие-либо. Если у вас форма изделий не круглая, то я их рекомендую располагать под углом. То есть в шахматном порядке под углом. Для чего? Для того, чтобы потоки воздуха, например, в конвекционной печи, лучше их обдували и пропекание было более равномерным и за один и тот же промежуток времени на всех уровнях. Потому что когда вы располагаете изделие слегка под наклоном, горячий воздух лучше циркулирует между ними. К тому же для выпечки лучше использовать перфорированные противни. В этом случае выпечка изделий будет быстрее. Ошибка номер 6. Отсутствие контроля температуры теста после замеса. Это важный параметр. Диапазон температуры теста после замеса должен составлять от 25 до 28 градусов по Цельсию для сдобных изделий. Этот параметр напрямую влияет на прохождение технологического процесса, особенно он влияет на время прохождения технологического процесса. И на правильность как следствие тоже. Поэтому, соблюдая один и тот же температурный параметр для одного и того же изделия, вы всегда получите один и тот же промежуток времени на брожение. Понятно. Если у вас будет среда с контролируемыми понятными параметрами или хотя бы просто с понятными параметрами, в этом случае временные промежутки будут действительны. Но если ваше тесто перегреется и вы зайдете за вот этот порог выше 28 градусов, то в этом случае брожение будет бесконтрольным и как следствие временные промежутки будут нарушены, результат будет неоднородным и, как правило, в таком случае даже могут возникнуть существенные виды брака, при котором исправить что-либо будет практически невозможно или невозможно. Теперь перейдем к ошибке номер 7. Ошибка номер 7. Преждевременное внесение жира в тесто. Одной из типичных технологических ошибок при приготовлении сдобного дрожжевого теста является внесение жира на начальном этапе замеса, одновременно с другими компонентами. Стремясь упростить процесс, многие могут добавлять масло или маргарин сразу вместе с мукой, дрожжами и водой. Однако это существенно нарушает формирование структуры теста и приводит к ухудшению его реологических свойств. Жир, попадая в тестовую массу на раннем этапе, обволакивает частицы муки, создавая барьер. Это препятствует полноценному увлажнению белков, замедляет гидратацию и мешает образованию прочной и эластичной клейковины. В результате тесто становится слабым, теряет упругость, хуже удерживает газ и теряет способность к равномерному подъему. Правильная технология предполагает внесение жира только после завершения основной фазы
гидратации, то есть когда клейковина уже сформирована. Обычно это происходит на второй стадии замеса. Первая скорость спирального тестомеса — это мы смешиваем ингредиенты в единое целое. А дальше уже после первого замеса, когда все сухие и жидкие компоненты соединили, мы включаем вторую скорость. В этот момент тесто через время будет достигать упругой однородной структуры, и жир нужно будет вводить постепенно, небольшими порциями, при непрерывном перемешивании. Важно, чтобы жир был комнатной температуры и мягкий, для того, чтобы его легко было вмешать в тесто. При таком подходе жир равномерно распределяется в тесте, не разрушая клейковину, а наоборот способствует ее пластичности и способности к растяжению. Это особенно важно для сдобных видов теста, где высокое содержание жира и сахара изначально угнетает дрожжевую активность и ослабляет структуру. Кроме того, правильное внесение жира напрямую влияет на консистенцию мякиша и скорость его черствения. Тесто, замешанное с соблюдением технологии, дает более нежную мелкопористую структуру и дольше сохраняет свежесть и воздушность. Если в вашем тесте достаточно много жира, вы можете увеличить содержание желтка в нем, и это поможет дополнительно усилить само тесто для того, чтобы система была более целостной. Игнорирование правильного добавления жира в тесто приводит к плотному мякишу, уменьшению объема и ускоренному состариванию изделий. Следующая ошибка связана с сахаром, компонентом, который, казалось бы, только улучшает вкус, но при неправильном использовании может разрушить весь процесс. Ошибка номер 8. Превышение нормы сахара без коррекции режимов брожения. Сахар — неотъемлемый компонент сдобного дрожжевого теста. Он участвует в формировании вкуса, цвета корки и способствует смягчению мякиша. Однако его избыток, особенно при отсутствии технологической коррекции, становится серьезным ингибитором, то есть он замедляет ферментативные процессы и приводит к глубоким нарушениям развития теста. Критическая ошибка заключается в том, что при увеличении доли сахара выше 8-10% от массы муки не вносятся необходимые изменения в режим брожения и состав теста. Сахар обладает осмотическим эффектом. При высокой концентрации он вытягивает влагу из клеток дрожжей, вызывая их частичное обезвоживание и замедляет их метаболическую активность. К тому же при более высоких дозировках он может попросту убить дрожжи. Это приводит к затягиванию ферментации, снижению объема и подъема, недостаточному накоплению ароматических веществ и при больших дозировках также способствует разжижению теста. Многие, сталкиваясь с медленным подъемом, увеличивают дозировку дрожжей, не понимая, что это лишь усугубляет ситуацию. Избыток дрожжей при высоком содержании сахара усиливает образование спирта и кислот, что негативно сказывается на вкусе и структуре. Правильный подход требует комплексной коррекции, во-первых, использования осмотолерантных штаммов дрожжей, специально адаптированных к высоким концентрациям сахара. Во-вторых, увеличение времени брожения при одновременном снижении температуры до 26-27 градусов по Цельсию. Это позволяет дрожжам работать стабильно, без стресса. В-третьих, при замесе рекомендуется предварительное растворение сахара в воде и его постепенное внесение. А часть сахара вносится с мукой, часть в растворе, чтобы минимизировать локальное давление на дрожжи. Также важно учитывать, что сахар задерживает теплообмен. Изделия с высоким содержанием сахара прогреваются медленнее, и для достижения итоговой температуры требуется больше времени. При неучете этого фактора тесто может быть недопечено, даже если корка имеет идеальный цвет. Таким образом, увеличение доли сахара – это не просто изменение рецептуры, а полноценная перестройка технологического процесса. Игнорирование этого приводит к браку, который появляется не сразу, а может проявиться в процессе хранения. В первую очередь через ускоренное черствение. Теперь перейдем к ошибке, связанной с подготовкой муки. Простой на первый взгляд операции, но имеющей глубокие последствия для всего процесса. Ошибка номер 9. Использование муки
без контроля перед замесом. Одной из малозаметных, но технологически значимых ошибок является использование муки, температура которой не контролируется перед замесом. Многие полагают, что мука – инертный продукт, и ее температура не играет роли. Однако это серьезное заблуждение. Мука, хранящаяся в холодном складе при температуре 10-12 градусов по Цельсию или наоборот, при высокой температуре 28-30 градусов по Цельсию, оказывает прямое влияние на набор температуры тестом при замесе. Как мы уже говорили ранее, для стабильного брожения критически важна температура теста после замеса 26-28 градусов по Цельсию. Если мука слишком холодная, она забирает часть тепла из системы, и температура будет при замесе набираться дольше. И даже при использовании воды температурой выше, чем нужно, достичь нужного значения становится сложно без увеличения времени замеса. В случае же с перегретой мукой, например, после транспортировки в жаркий день или ее хранения в каком-либо жарком помещении, она наоборот добавляет лишнее тепло, что может привести к перегреву теста уже на этапе замеса, особенно при использовании спиральных тестомесов с высоким тепловыделением. Кроме того, температура муки влияет на скорость гидратации клейковины. При низких температурах влага поглощается медленнее, формирование клейковины задерживается, тесто становится липким и достаточно плохо обрабатываемым. При высоких влага испаряется быстрее, и тесто может получиться суховатым, несмотря на корректное соотношение муки и воды. Но это в большей степени действительно только для больших объемов замеса. Решение простое. Перед замесом мука должна находиться в технологическом помещении не менее 12 часов для выравнивания температуры с окружающей средой. А оптимальная температура муки 18-22 градуса. Игнорирование этого параметра делает процесс замеса более длительным. Также важно просеивать муку перед замесом, для того, чтобы избавиться от лишних примесей. Теперь перейдем к ошибке, связанной с формовкой. Операция, которая требует не только навыков, но и строгого соблюдения технологии. Ошибка номер 10. Неправильная техника формовки, приводящая к повреждению структуры теста. Ошибка номер 10. Неправильная техника формовки, приводящая к повреждению структуры тестовой заготовки. Формовка сдобного дрожжевого изделия – это не просто придание тестовой заготовки нужной форме. Это критически важный этап, при котором закладывается равномерность структуры будущего изделия и его способность к контролируемому подъему в процессе окончательной расстойки и выпечки, а также формоустойчивость. И здесь часто допускается грубая ошибка: чрезмерное вытягивание, перекручивание или неравномерное раскатывание теста и тестовых заготовок, что приводит к локальному разрушению клейковины и нарушению распределения газа внутри продукта. Особенно это заметно при формовке изделий с плотной начинкой или многослойных заготовок. Если тесто растягивается слишком сильно, особенно вручную, на одной стороне формируется тонкая пленка, а на другой уплотненный слой. В процессе расстойки и выпечки такая заготовка ведет себя неравномерно, тонкие участки рвутся, а плотные не поднимаются. Результат: деформация формы, трещины, смещение начинки и уплотненный участок в структуре мякиша. Еще одна типичная ошибка – неправильное защипывание швов. Если шов не уплотнен должным образом, он становится слабым местом. При расстойке заготовка раздувается именно в этом месте, теряя форму. Если же шов перетянут или растянут, он может не пропечься до конца, оставаясь влажным и липким, что напрямую снижает итоговую температуру в этой зоне. Правильная техника формовки предполагает плавные, последовательные движения без чрезмерного давления. Тесто должно оседать под руками, а не растягиваться интенсивно. При использовании формовочных машин необходимо регулярно проверять настройки, скорость, давление валков, зазоры. Все это должно соответствовать вашему типу теста. Особое внимание следует уделить тесту с высоким содержанием жира и сахара. Оно более хрупкое, пластичное и склонное к размазыванию. Работать с ним нужно быстрее, при слегка пониженной температуре помещения, или использовать холодильный стол, чтобы сохранить структуру. Можно дополнительно добавить предформовку и подождать 10 минут, затем осуществить формовку и придать окончательную форму. Здесь давайте поговорим коротко о процессе формовки. После того, как первое брожение прошло, вы должны тесто разделить на равные тестовые заготовки согласно изделию. Затем накрыть его пленкой или, например, положить в пластиковые ящики и накрыть
крышкой, подождать 5 минут или больше, может 10 минут, округлить его, после чего, если вам нужно будет придавать ему форму, то через 10 минут оно уже будет готово к формовке. Если вам нужно, чтобы изделие получилось более объемным, или в вашем тесте много сахара и жира и оно более такое жидкое, то в этом случае вы можете добавить еще одно дополнительное округление и как следствие получить более устойчивую форму и больший объем. Напомню, любое механическое повреждение на этапе формовки нарушает равномерность теплопроводности в процессе выпечки, потому что форма неравномерная. Участки с нарушенной структурой прогреваются иначе, чем целостные. Это создает разницу температур внутри изделия, а значит, даже при соблюдении времени и температуры выпечки центр может не достичь нужной отпетки и может остаться недопеченным. Изделие с начинкой внутри требует большего внимания, так как неправильное защепление швов может при выпечке раскрыться. Также важно очень плотно формовать изделия, чтобы в процессе расстойки они не сильно деформировались. Для получения большего объема, например, гамбургерных булочек, можно 2 раза их округлить. Это укрепит клейковину чуть больше и объем изделия увеличится. Эту технику также можно применять и для изделий с высоким содержанием жира и сахара. Следующая ошибка связана с перерывами в производстве, явлением, которое на первый взгляд кажется несущественным, но имеет большие негативные последствия. Ошибка номер 11. Остановка процесса после замеса, без коррекции режима брожения. Одной из часто встречающихся, но редко осознаваемых ошибок является прерывание технологического процесса сразу после завершения замеса. Например, при переходе на следующую партию теста или при плановой остановке оборудования. Кто-то может подумать, что тесто можно оставить на некоторое время в диже, а затем продолжить процесс формовки. Однако это серьезное нарушение, которое напрямую влияет на качество конечного продукта. После окончания замеса начинается активная фаза брожения. Дрожжи сразу же начинают потреблять сахар, выделять углекислый газ и спирт, а ферменты трансформировать белки и крахмал. Если на этом этапе тесто оставляют без контроля, без перекладывания, без учета времени, процесс продолжается в неуправляемых условиях. К тому же уже дижа достаточно подогрета, и это еще больше ускоряет процесс брожения. При этом верхние слои теста, контактирующие с воздухом, начинают подсыхать, а нижние испытывают давление и недостаток кислорода. Это приводит к формированию температурных и биохимических градиентов в центре. Тесто может перебродить. В центре тесто может перебродить, а по краям оставаться недоразвитым. Еще хуже, если тесто оставляют при повышенной температуре или в помещении с перепадами температуры. Уже через 15-20 минут без контроля можно получить тестовую массу с неравномерной структурой, пониженной эластичностью и избыточной кислотностью. При последующей формовке такие заготовки плохо держат форму, теряют объем и дают изделие с плотным и тяжелым мякишем, если вообще тесто дойдет до следующих технологических процессов. Правильный подход предполагает либо непрерывное проведение процесса от замеса до формовки, либо в случае вынужденной паузы экстренное охлаждение теста. Можно его дополнительно охладить в холодильнике, чтобы хоть незначительно замедлить ферментацию. Также допускается перемешивание или, скажем так, обминка теста через каждые 15-20 минут при комнатной температуре, чтобы выровнять структуру и сбросить избыток газа. Но этим методом не стоит злоупотреблять, так как при большом временном промежутке тесто точно перебродит. Но даже при таких мерах качество такого теста будет ниже, чем при правильной обработке. Последствия этой ошибки проявляются и на этапе расстойки, объем будет меньше, и расстойка по времени будет занимать меньший объем. К тому же может быть переукрепленная клейковина, которая не позволит правильно механически обрабатывать, то есть формовать тесто в тестовые заготовки. Теперь перейдем к ошибке, связанной с одной из ключевых операций, а именно разделкой теста. Ошибка номер 12. Неправильный выбор массы тестовой заготовки. Одной из фундаментальных, но часто упускаемых из виду ошибок является несоответствие массы тестовой заготовки размеру и форме изделия. Многие фокусируются на весе тестовой заготовки, но не учитывают геометрию формы, в которой будет выпекаться изделие, тип теста и режим, а соблюдают вес просто по рецепту. Между тем, даже небольшое отклонение в пределах 10-15 грамм для большого изделия и 5 грамм
для небольшого изделия может кардинально повлиять на структуру, внешний вид и, что особенно важно, на время выпечки изделий. Если заготовка слишком тяжелая для своей формы, она не имеет достаточного пространства для расширения. В процессе расстойки и выпечки она вынуждена расти вверх, формируя высокий купол, который становится проблемой при перегреве. Центр такой заготовки оказывается слишком массивным, и тепло проникает в него медленно. Даже при соблюдении времени выпечки сердцевина может достичь нужной температуры за более длительный промежуток времени, и как следствие корка у такого изделия будет толще, что очень критично для такого вида изделий, как сдоба, и особенно бриош. С другой стороны, если заготовка слишком легкая, она быстро поднимается, но не имеет достаточной массы для стабильного подъема. В начальной фазе выпечки она достигает предела расширения, корка быстро формируется и дальнейший подъем блокируется. Это приводит к низкому объему, чрезмерному испарению влаги. Изделие пересыхает, а мякиш становится сухим и быстро черствеет. Кроме того, неправильная масса нарушает тепловое равновесие. Оптимальная загрузка формы 60-70% ее объема позволяет тесту равномерно расширяться, обеспечивая однородный прогрев. При этом толщина стенок и дна остается сбалансированной, и тепло проникает во все зоны изделия равномерно. Также важно учитывать тип теста. Сдобное тесто, богатое жиром и сахаром, расширяется слабее, чем менее сдобное. Его заготовки должны быть чуть больше по массе при той же форме, чтобы компенсировать меньшую подъемную силу. Если ваше изделие не выпекается в форме, особенно критично, чтобы оно имело равный вес, чтобы пропекание было равномерно и за один и тот же промежуток времени. Неравный вес, неравномерная выпечка и, как следствие, неодинаковое время хранения у одного и того же изделия в рамках одной партии. Игнорирование этого параметра приводит к систематическим дефектам, которые невозможно устранить изменением режима выпечки. Ведь печь фиксирует все то, что вы в нее положили. В отдельных изделиях может возникать недопеченность, а в других изделиях, например, такой брак, как перепеченность. Одно изделие в одной и той же партии будет недопечено, а другое изделие будет перепечено. Теперь перейдем к ошибке, связанной с одной из самых незаметных, но технологически значимых операций. Подготовка форм для дальнейшей выпечки в них изделий. Ошибка номер 13. Использование недостаточно смазанных или слишком обильно смазанных форм. Одним из тонких, но критически важных моментов, влияющих на качество сдобного дрожжевого изделия, которое выпекается в форме, является правильная подготовка форм перед укладкой тестовых заготовок. И здесь часто допускается ошибка, которая кажется второстепенной. Либо недостаточная смазка, либо наоборот, чрезмерное нанесение жира. Оба варианта приводят к нарушению структуры, внешнему дефекту и в конечном счете к неравномерному прогреву. При недостаточной смазке тесто прилипает к стенкам в форме. В процессе расстойки и выпечки оно не может свободно расширяться вверх, так как часть поверхности приклеена. Это создает внутреннее напряжение в структуре, тесто рвется изнутри, деформируется, а готовое изделие при выемке теряет форму и рвется по бокам. Кроме того, прилипание нарушает теплообмен, участки, соприкасающиеся с металлом, перегреваются, образуя твердую подгоревшую корку, в то время как центр остается недопеченным. Важно, чтобы в процессе выпечки сдобных изделий в формах образовывалась корочка, чтобы изделие было устойчиво после того, как вы вытащите его из формы. С другой стороны, избыток жира в форме приводит к другим проблемам. Свободно растекающийся жир создает прослойку между тестом и металлом, что снижает теплопроводность. Форма хуже отдает тепло, и тесто прогревается медленнее. Особенно это критично для плотных и сдобных видов теста, которые и так склонны к длительному времени выпечки. Кроме того, избыточный жир может впитываться в нижние и боковые слои теста, нарушая структуру клейковины и делая мякиш маслянистым. Важно учитывать при смазывании форм то, что изделие в них будет стоять еще в расстойке, и какая-то часть жира неизбежно впитается в тесто. Правильная смазка предполагает равномерное тонкое покрытие внутренних поверхностей формы, без лужиц, без пропущенных участков.
Оптимально, конечно, использовать форму с антипригарным покрытием. Температура формы также важна. Холодная форма резко охлаждает нижний слой теста, что тормозит начало брожения и создает температурный дисбаланс. Поэтому берите те формы, которые находились в условиях цеха при оптимальной температуре. Сама форма должна быть в температуре 20-24 градусов по Цельсию. Не используйте не остывшие формы, потому что это ускоряет брожение и, как следствие, ведет к неконтролируемому процессу. Теперь перейдем к одной из важных ошибок, связанной с охлаждением изделий после выпечки. Ошибка номер 14. Нарушение режима охлаждения после выпечки. После выхода из печи процесс формирования качества изделий еще не завершен. Этап охлаждения – это не просто снижение температуры, а продолжение физико-химических процессов, критически важных для стабилизации структуры мякиша и сохранения свежести. И здесь часто допускается грубая ошибка – ускоренное охлаждение или, наоборот, длительное нахождение изделий в условиях высокой влажности и сквозняков. Первые 10-15 минут после выпечки внутри изделия продолжается релаксация структуры. Горячий мякиш еще находится в состоянии пластичности, постепенно затвердевает по мере снижения температуры. Если охлаждение происходит слишком быстро, например, при установке мощных вентиляторов или размещении изделий в холодном помещении, происходит резкая конденсация влаги внутри пор мякиша и может образоваться конденсат. С другой стороны, слишком медленное охлаждение при высокой влажности или плотно уложенных изделиях создает идеальные условия для конденсации на поверхности изделий. Влага, выделяющаяся изнутри, не успевает испаряться и оседает на корке, делая ее мягкой, а затем и способствует развитию плесени. Оптимальный режим охлаждения – это температура помещения 20-25 градусов, относительная влажность 65-70%. Естественная циркуляция воздуха без сквозняков. Изделия должны оставаться на решетках в один слой с зазорами между ними для свободного отвода тепла. Особенно важно не начинать упаковку до тех пор, пока температура внутри продукта не достигнет 28-30 градусов. Лучше, конечно, еще ниже. Упаковка теплого изделия приводит к парниковому эффекту. Влага конденсируется внутри упаковки. Корка размокает, а мякиш теряет структуру. И в процессе хранения образуется негативная микрофлора, которая неизбежно приведет к образованию плесени. Но есть и более глубокое последствие. Если изделие охлаждается неправильно, это свидетельствует о том, то вот эта избыточная влага, которая будет возникнуть при упаковке или в процессе охлаждения, она негативно повлияет на структуру самого изделия и сделает его очень нестабильным и, возможно, даже вот таким вот липким. А теперь перейдем к самому важному параметру, который нужно контролировать для того, чтобы получать всегда стабильный результат. Главная идея – итоговая температура внутри продукта как ключ ко всему. На первый взгляд это всего лишь число, но на самом деле это показатель, отражающий качество всего технологического процесса. Именно эта температура объективно говорит, завершились ли ключевые процессы внутри сдобного изделия или нет. Если температура сердцевины составляет менее 86 градусов Цельсия, изделие точно не допечено. Но есть диапазон температур, при которых консистенция сдобы разная, и как следствие ее характеристики в части мягкости и воздушности также разные. Даже если корка румяная, объем визуально хороший, могут быть участки, где изделие не пропечено. Такое изделие будет черстветь в разы быстрее, мякиш будет липким, а структура нестабильной. Но это на более низких температурах 83-84 градуса. Если температура достигла 87-89 градусов, то это оптимальный минимум, при которых достигается наилучший результат для многих изделий. 90-92 градуса по Цельсию для большинства изделий это оптимальный показатель. Температура 85 градусов подходит не для всех изделий, и здесь нужны проработки под конкретно вашу рецептуру. Помните, температура внутри изделия – залог правильного приготовления и оптимальной консистенции. Чем меньше температура, тем лучше укус и более мягкая консистенция. Если температура изделия превышает 98 градусов по Цельсию, изделие точно перепечено. Происходит чрезмерное испарение влаги, пересушивание мякиша. Свежесть сокращается, консистенция становится жесткой, а вкус может быть пресным. Каждая ошибка и каждое отклонение складывается в одну конечную величину.
Поэтому важно соблюдать технологический процесс для того, чтобы получать всегда стабильный результат. А температура изделия после выпечки будет отличным ориентиром для получения всегда одинаковых изделий. Именно этот показатель станет главным союзником в борьбе за всегда стабильное высокое качество изделий. И помните, что когда вы контролируете температуру, вы контролируете весь технологический процесс и, как следствие, итоговый результат.